Вчера Центробанк неожиданно примерно для всех в условиях роста инфляции сильно выше прогнозов, в условиях повышенных инфляционных ожиданий сохранил ключевую ставку на прежнем уровне в 21%, отказавшись ее повышать. Гипотеза тут может быть следующая. Решение это нерационально с точки зрения макроэкономических показателей и удержания инфляции. Рациональность этого решения в сохранении головы начальства Центробанка, на которое перед вчерашним заседанием началась настоящая медийная атака с привлечением аж целого Сергея Миронова, главы фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе. Вопрос госпоже Набиуллиной. Госпожа Набиуллина, с июля прошлого года вы начали повышать учетную ставку. Насколько увеличилась инфляция? В 2 раза. Эй, госпожа Набиуллина, вы как-то вообще адекватны или нет? Сегодня обо всем этом поговорим, но сначала объявление. Российские зрители стали жаловаться на замедление Ютуба. Российские власти пытаются его блокировать и усилились в последние дни. Мы сделали инструкцию для мобильных устройств на Android и для компьютеров на Windows, как обходить блокировки бесплатно. Ссылку на инструкцию я поставлю в описании. Мы будем ее обновлять и держать актуальной, добавим в нее и другие устройства. Еще я договорился с одним из платных VPN, который у меня рекламировался, что они сделают его бесплатным на месяц. От вас не нужно вводить никаких данных или платежных инструментов. Через бот в Телеграме просто нажмете кнопку, и все будет работать. Ссылка тоже в описании. Теперь к Центробанку. В режиме Владимира Путина Центробанк всегда находился в привилегированном положении. Нужно понимать, Путин работал в ельцинской администрации в самые кризисные годы. Он видел своими глазами дефолт 98-го из первого ряда, прямо изнутри системы. И надо думать, вынес простую мысль из этого. Пока у тебя есть деньги, и пока твои деньги чего-то существенного стоят, можно делать все, что угодно. Он явно понимает, как бы странно это ни звучало, ни ФСБ, ни Росгвардия, ни Владимир Соловьев, ни Маргарита Симоньян не могут быть опорой, лишь ветвями на стволе режима. А корень всей этой конструкции, без которого не работают ни ОМОНовские дубинки, ни пятиминутки ненависти по телевизору, без которого не обеспечить лояльность вертикали управления и крупного бизнеса, такой корень – это Центробанк и финансово-экономический блок правительства. ОМОНовец изобьет студента на митинге. Закредитованный мужчина подпишет контракт с Минобороны за безумные миллионы. Чекист сошьет политическое дело, а Соловьев польет зрителей ядовитой слюной. Но все это только при условии, что все они получат зарплату настоящими деньгами, на которые можно без проблем купить доллары, евро, особняк в Италии, новый iPhone, отправить семье в Европу эти деньги, ну или хотя бы купить товар в магазине в России. Сам Путин без малейшего понятия, что эти люди делают, как взаимно соотносится ключевая ставка, инфляция, как верстается бюджет и происходит налоговое администрирование. Для Путина все эти люди и руководство Центробанка в первую очередь шаманы. Они пляшут вокруг костра, бьют в свои бубны, несут какую-то странную тарабарщину про инфляционное таргетирование. Но в результате деньги просто всегда есть. Путин явно понимает, совершенно неважно, что они говорят и делают, какому дьяволу продают душу. Важно, что все это работает. И пока оно работает, можно заниматься решительно любыми глупостями, принимать сколь угодно сильные внешнеполитические решения, жертвовать ресурсами куда попало, вставать с колен сколько хочешь. Все будет сходить с рук, пока у тебя есть живые настоящие деньги, которыми можно за все платить. Казалось бы, экономика должна вот-вот пойти ко дну из-за галопирующего идиотизма начальника. Но знает Набиуллина какие-то тонкие нити мироздания, за которые только дерни, и всякий раз вновь на плаву и лучше прежнего. И сколько всякие экономические умники относительно либерализма и прозападности которых всегда есть подозрения, не были чужды Путину и его окружению, своих крепких хозяйственников, вроде Глазьева или Белоусова, Путин всегда держит на позициях помощников, заместителей и вице-премьеров. Но подальше от реальных решений в макроэкономике. Идеи Глазьева и Белоусова Путину ближе и понятней. Накачивать бесплатными кредитами госпредприятия, построить квазиплановую экономику с полным государственным контролем и вытеснением коммерсов в область шашлычных и парикмахерских. Все это ложится на ухо советскому чекисту как родное. Но он, очевидно, чуйкой своей, а она у него не слабая, понимает, если что-то здесь сломать, кранты всему, в бункере не спрячешься. С одной стороны, Центробанк всегда легитимный объект самой горячей критики. Нет такого путинского олигарха, крупного чиновника, пропагандиста, который хотя бы раз не плевался бы в адрес ЦБ.
С другой стороны, над ним всегда будто висит купол безопасности. Но Биулина возглавляет ЦБ дольше, чем кто-либо до нее. В своих действиях и высказываниях она, вероятно, самый свободный человек в высшем российском руководстве. И всякий раз, когда у Путина, может быть, и тянется рука сместить руководство ЦБ, он смотрит на Турцию или Венесуэлу и понимает, делать этого не стоит. Но конец 2024 года уже совсем другое дело относительно всего, что мы видели раньше. В конце 2024 года всем понятно, никакого чуда Центробанк сотворить уже не может. Они по-прежнему бьют в тот же бубен, говорят умные слова, проводят пресс-конференции, но ничего не происходит. Вместо того, чтобы конской ставкой стабилизировать инфляцию и загнать курс доллара за можай, получилось нечто прямо противоположное. Предприятия столкнулись с тем, что издержки растут, опережая инфляцию. Платить всем и за все надо намного больше, а денег на рынке занять невозможно, потому что ставка стала запредельной. И теперь, когда Чемезов, а вслед за ним и Соловьев, и половина депутатского корпуса начинают громить Центробанк за жесткую денежную политику, которая, очевидно, убивает любую экономическую активность и военное производство в том числе, в таких обстоятельствах ответить-то им нечем. Чуда-то нет, не происходит. Действия ЦБ, направленные на борьбу с инфляцией, инфляции вроде как по боку. Зато немедленные последствия этих действий для предприятий проявляются сразу. Тут ЦБ оказывается в очень тяжелой ситуации. Пойди разберись, что теперь делать. Обсудим это все подробнее после короткого объявления о моей книге. Посмотрите, пожалуйста. Новый год совсем скоро. Если вы ищете идеи, что подарить человеку с либеральными взглядами или зрителю моего канала, ну или просто человеку, с которым вы общаетесь, то у меня есть для вас парочка вариантов. Во-первых, моя книга «История новой России». Там понятным языком изложены события 90-х и нулевых годов, ну и конца 80-х. Там описаны проблемы, стоявшие перед реформаторами, альтернативной экономической реформе. Рассказывается, как победа Ельцина в конфликте с Верховным Советом создала предпосылки для появления путинской автократии и как именно Путин построил в нулевых свой режим. Мы структурировали книгу так, что очень легко разобраться, где, когда и что происходило. А еще мы сделали хорошее оформление, чтобы книга была не просто источником информации, но и украшением личной библиотеки или отличным подарком. Книгу вы, кстати, можете купить и в России, это абсолютно легально. Во-вторых, есть мерч. Он, к сожалению, пока мы не наладили, чтобы продавался за рубли, но в Россию можно его доставить. Он станет отличным подарком кому-то, кто смотрит мой канал. Сможете приложить к книге худи с ободряющей цитатой или носки с надписью «До завтра» моим почерком. Есть кружки, футболки, шопер, все очень качественное. В-третьих, есть вот такие вот симпатичные постеры. Заказать их вы можете как в России, так и за границей, с небольшими отличиями в дизайне. Все это обложки к наиболее популярным видео на канале, а также иллюстрации для книги. Все они в одном стиле, дизайны уникальные, все иллюстрации на важные политические темы, и постеры эти могут стать отличным акцентом в интерьере, а также прекрасным подарком. Все ссылки в описании. Переходите, покупайте подарки близким и встречайте новый 2025 год. Продолжаем. Мы говорили о том, что чудо в экономике, несмотря ни на какие усилия ЦБ, по объективным причинам не происходит. ЦБ тут оказывается в очень тяжелой ситуации. Потому что монетарные меры в сложившихся обстоятельствах, очевидно, не работают. Невозможно выкачать деньги из экономики, когда бюджет военными расходами закачивает их обратно. ЦБ не может выйти и сказать: государственная политика загнала нас в стагфляцию. Замедление экономики в сочетании с высокой инфляцией. Это реальность, вызванная объективными обстоятельствами. Начальство устроило войну. Вот и вот. Нельзя совершать противоположные друг другу действия в надежде на позитивный результат. Нельзя пытаться победить инфляцию, одновременно заваливая экономику рублями. Нельзя починить рынок труда, что-то сделать с дефицитом кадров, как-то повлиять на бесконтрольную зарплатную гонку, одновременно убивая по 200 человек в день. 200 человек, погибающих каждый день, а это минимальная оценка. Вообще-то больше, и калечащихся больше. Но даже 200 человек – это вообще-то достаточно крупное предприятие. Это крупное мебельное производство или логистический центр, или полный персонал 4 больших ресторанов. И эти люди никогда не будут возвращены в экономику. Они погибли. Вместо них родственники получат по 5 миллионов рублей, которыми пойдут разгонять инфляцию. Вы готовы за войну платить 3 миллиона грузчику на овощном складе, но хотите, чтобы он продолжал таскать лук за 30 тысяч в месяц, и цены на лук при этом не росли. Тут явно что-то не сходится.
Мы пытаемся хоть как-то успокоить перегретый рынок недвижимости, а вы на своих прямых линиях с барского плеча обещаете еще больше льгот на ипотеки. Одно вместе с другим работать-то не может. Мы говорим: граждане миленькие, пожалуйста, будьте любезны, не тратьте повышенную зарплату за пошив бушлатов, положите на депозит под вкусный процент. А вы тут приходите и говорите: какой депозит? Снимай все, что есть, и на первый взнос берите семейную ипотеку, пока дают. Вы выдумали себе какое-то неведомое военное кейнсианство. Вам казалось, что экономика может расти на военных расходах. Но вы не Америка 30-х. У вас не было никакой безработицы и простаивающих мощностей. Вы просто вытащили людские и производственные ресурсы из реальной экономики и заняли их чепухой. Токарь, протачивавший кардан для автобуса, на котором ездили люди, теперь за зарплату в 5 больше вытачивает снаряд, непригодный ни к чему, кроме убийства людей за границей. Какое-то время это работало. Какое-то время этот токарь с удовольствием тратил свою огромную зарплату, покупал мясо и автомобиль, брал ипотеку, и цифры у вас росли. Но это не может продолжаться вечно. Вы влили тонны неподкрепленных ничем рублей и получили то, что и должны были получить – инфляцию, которая не поддается контролю, и экономику, которая сваливается в рецессию, потому что все ресурсы из нее высосаны на войну. Но так ЦБ, в отличие от меня здесь, сказать не может. Есть единственный способ стабилизировать макроэкономику – Путину подать в отставку, закончить войну, а после думать, как собирать страну заново. Центробанк способен погасить разной степени идиотизма и его последствия. Но всему есть предел. И он наступил. Наступило время, когда приходит стагфляция, прям как из учебника. Экономика падает, потому что из нее изъяли ресурсы для роста. Инфляция растет, потому что ресурсы продолжают изымать, заменяя их мусорными рублями. Это абсолютная правда. Невозможно маникюрными ножницами и канцелярским клеем компенсировать последствия работы отбойного молотка. Если государство решило воевать любой ценой, то цена эта будет заплачена, и инструменты вроде ключевой ставки будут давать лишь гомеопатический эффект. И ЦБ в своих официальных публикациях иносказательно дает понять именно это. Что мы, конечно, стараемся, но имейте в виду, вы так нахуевертили, что мы тут все. Сказать об этом прямо Набиуллина, понятное дело, не может. И вот для нее прям все выглядит очень плохо. Центробанк забирает деньги у экономики, душит предприятия, в первую очередь военные. А на выходе никакого эффекта. На выходе инфляция как летела в небеса, так и летит. Центробанк тут выглядит как пособник всех врагов России вместе взятых. И это в явном противостоянии с людьми вроде Чемезова. Совсем не такая уж позиция, как у шаманов, которые производят чудеса. Ведь выходит, что чудеса-то не производятся, а проблемы производятся в полный рост. Выходит, что Чемезову надо нанимать сварщиков на производство военных самолетов в 3 раза дороже, чем 3 года назад. Но деньги стали такими дорогими, что даже щедрый госзаказ эти проценты не покроет. И у Чемезова проблемки. Именно такая ситуация представляется нам причиной тому, что ЦБ, вопреки всем прогнозам, отказался от повышения ставки на очередном заседании. Абсолютно все цифры говорили, что это должно случиться. И оперативные данные по инфляции, растущие опережающими темпами, и инфляционные ожидания компаний, опрошенных Центробанком, которые вообще в небесах. Но очевидно, что руководство ЦБ уже не находится в настолько привилегированном положении, когда может просто забить на все вопли олигархов и депутатов, когда вопреки всему может проводить независимую денежную политику. Те, кто хотят, чтобы руководство Центробанка разделило судьбу начальства Минобороны, нуждаются в реальных аргументах. А аргументы-то эти появляются. Они в том, что нынешнее руководство утратило контроль над ситуацией. Вот смотрите, мол, вот график роста ставки, а вот график роста инфляции. Никакой зависимости одного от другого нет вроде как. Единственный эффект, который от повышения ставки реально происходит – торможение экономики и больше ничего. А если руководство ЦБ больше не в состоянии творить чудеса, то всерьез ссориться с людьми вроде Чемезова такого уровня становится опасно для должности, а может быть и для свободы. Ведь, с одной стороны, повышение ставки с 21 до 23 или даже 24% не даст никакого особенного реального эффекта-то. На таких значениях подобная разница уже мертвому припарке. Но, с другой стороны, повышение даст повод для новой публичной атаки, которую Набиуллина и ее команда могут уже и не пережить. В военное время очень опасно давать влиятельным людям поводы публично обзывать вас изменниками и саботажниками. И надо думать, именно такие соображения, а не статистические данные подтолкнули Банк России
к мысли сохранить ставку на прежнем уровне. Если верна наша гипотеза, что руководство ЦБ отныне будет руководствоваться в большей степени соображениями о номенклатурной выживаемости, чем макроэкономическими показателями, будет думать не о стабильности рубля, а как бы себе хвост не прищемить, если эта гипотеза верна, то мы проходим очередной этап неизбежной авторитарной деградации, когда у режима остается все меньше карманов эффективности, независимых институций, которые просто делают свою работу, без оглядки на византийские аппаратные игры. Когда даже ЦБ вынужден думать не о том, как обуздать инфляцию, а о том, как не дать Сечину лишний повод пойти с жалобами к Путину. Если все действительно складывается так, если монетарные власти больше озабочены сохранением своей головы, чем судьбой рубля, в момент, когда экономика уже очевидно находится в стагфляции, если все так, то мы можем оказаться в ситуации, когда в стране вообще нет институции, на чью рациональность можно рассчитывать. В таком случае не остается никаких вопросов, почему опрошенные ЦБ компании ожидают инфляцию в 28%. Если руководство Центробанка больше озадачено цифрами потенциального срока в тюрьме в случае аппаратного поражения, чем цифрами инфляции, в таком случае рублю надеяться, в общем-то, не на кого. Если все так, денежная политика будет определяться не теми, кто оперирует цифрами и формулами, а теми, у кого есть ресурсы для публичного и закулисного давления на ЦБ. Ничем хорошим это рублю и российской экономике не сулит. До завтра.